Всем привет! Сегодня немецкий фильм «Достучаться до небес». 1997 год, сценарист и режиссер Томас Ян, в главных ролях Тиль Швайгер и Ян Йозеф Лиферс. Тьерри ван Вервеке, Мориц Бляйб Трой. Бюджет 4 миллиона 300 тысяч дойчмарок, кассовые сборы 183 592 доллара. По сегодняшнему курсу бюджет составляет 313 900 долларов. Курс на 97 год я не нашла, но однозначно фильм провалился в прокате. 177 882 доллара – это сборы только в России. Если меня спросить про какие-то немецкие фильмы, которые я смотрела, то я не найдусь, что ответить. Но про этот фильм я слышала со всех сторон хвалебные отзывы. Сюжет. Два молодых человека лежали в одной палате, так как оказались смертельно больны. При общении выяснилось, что один из них никогда не был на море. Параллельная сюжетная линия. Два бандита по поручению босса перегоняют крутую тачку. Один из них, Абдул, будучи за рулем, сбивает скейтбордиста-подростка. По его требованию они отвозят его в ту самую больницу, где находятся наши главные герои, которые отправляются в последний вояж на море на этой самой крутой тачке. Вот вокруг всего этого и развивается сюжет. Да, кстати, в процессе обнаруживается в багажнике чемоданчик с 1 миллионом дойчмарок. Много лет назад этот фильм не произвел на меня сильное впечатление. Прошло много лет, я вспомнила про него и решила посмотреть еще раз, и опять никаких эмоций. Вроде и тема со смертельно больными персонажами сама по себе слезливая, но ком в горле не стоял, ни одной слезинки я не пролила. Можно возразить, что это комедия, но особо смешно мне тоже не было. Я объясняю себе это так. Фильм больше для мужчин, чем для женщин, так как в фильме нет любовной линии, которая придала бы большего драматизма сюжету. А может, авторы не ставили перед собой такой задачи. Мне этот фильм напомнил французские комедии в части юмора, но мне кажется, во французских больше душевности, что ли. Ну, фильм, пожалуй, для мужчин все-таки, да. Я даже никогда не задумывался, что нет любовной линии, потому что и так получилось безумно круто, хотя триллером или настоящим боевиком этот фильм не является. Но и без любви мне было интересно и тогда, и сейчас. Например, в «Джентльменах удачи» тоже нет любовной линии, или в «Криминальном чтиве». Какая-то странная логика вообще, почему она должна быть. Трудно определить жанр, как по мне, так это точно не драма. В целом все иронично, я бы даже сказал весело. Может, смеха безудержного нет, но и не надо. Приколы там просто сыпятся постоянно, но они такие. Да, может, как французские, а может и как советские, я бы даже сказал. Это просто фильм, который хорошо сделан и хорошо смотрится. Мне сложно сказать точно, в чем фишка. Но этот фильм один из наиболее часто пересматриваемых мною. Помню, рекламировали его прям чуть ли не навязчиво, по-моему, по Первому каналу. Я в кинотеатр, естественно, не ходил, но мне тогда почему-то казалось, что это какой-то адский криминал в духе Добермана. И не знаю, через сколько я его увидел по телеку. Первый раз ночью я сильно хотел спать, смотрел как в тумане и не выдержал до конца. Второй раз включил, а там уже почти конец. Потом еще отрывками видел. В общем, в начале 2000-х сел полноценно на компе посмотрел. Кто-то из одноклассников где-то откопал. Этот самый файл до сих пор у меня хранится. Может, даже нарезка, которую вы будете смотреть, из него будет сделана. И могу сказать, что это один из самых лучших фильмов, когда-либо созданных вообще, по моему мнению, из тех, что я видел. Он очень легкий, это точно не Доберман, криминал там какой-то поверхностный. Я также думаю, автор и не думал о том, чтобы выдавить слезу из зрителя. У меня лично остается какое-то чувство приподнятого настроения после просмотра. Тогда, в начале 2000-х, я заканчивал школу, и в это время впервые задумываешься о бессмысленности человеческой жизни. Ну, у меня так было, кто-то, наверное, никогда об этом не думает. Когда ты понимаешь, что ты ни черта ничего не можешь, смотришь на старших вокруг и видишь, что их жизнь бесконечно тупа, и непонятно, зачем вообще продолжать этот путь. Возможно, поэтому этот фильм дарит радость того, что у тебя никогда не будет, и ты рад хотя бы за героев на экране. Остается ощущение хэппи-энда, нет трагизма в том, что они смертельно больны, ты хочешь быть на их месте. Едва ли ты что-то такое сделаешь в своей жизни. Даже если заболеешь, все равно не сделаешь, ведь так чаще всего и бывает. А что бы ты сделал на месте героя фильма, если попал в аналогичную ситуацию? Я в том смысле, что ситуацию со смертью. Ну, вряд ли я бы стал грабить банк и угонять машину. Купил бы мясо побольше, пожарил хорошенько и ел бы, пока не надоест. Или уж до самой смерти. А то с этим ростом цен постоянно приходится ходить с затянутым поясом. И еще комп купил бы. Давно хотел, но опять же рост цен на видеокарты. Дождался падения, но как-то перегорел. Да вроде как и не очень надо, есть вещи поважнее, ну и все в таком духе. Но это все долго, им нужно успеть попользоваться. Если бы оставалось несколько дней и внезапно с неба упала крупная сумма, наверное, я бы сделал примерно то же самое, что и герой. Только не матери, а ребенку оставил бы деньги или, может, дом купил бы. И вполне вероятно пошел бы по проституткам. Что еще нужно мужику? Мясо и женщины.
За несколько дней получить другие приятности даже с деньгами проблематично. Подобные вещи творил герой Билла Мюррея «Вне сурка», но там он это делал от безвыходности и как-то совсем без радости. Еще вспоминаются всякие подростковые комедии, где набухавшиеся герои творят всякую бредятину. Но это совсем не то. Я не знаю, сколько лет прошло, а в том же духе я так ничего и не увидел. Это же чистая романтика. Разговоры о море, о небесах, под текилу, сидя на больничном полу. В пижамах на крутой тачке, а денег на бензин нет. Списки желаний, но времени только на одно. Бычьи яйца под Дон Периньон. Там же написано было, что тестикулы, зачем французский словарь? Оказывается, в немецком это слово не используется. Этот кадиллак Элвиса под дождем, а потом на скорой к морю. А море-то холодное, совсем не такое, каким его мог сначала представить зритель. Да и они, пока ехали, перечисляли теплые берега. И название фильма «Песня Боба Дилана». Интересно, идея сюжета возникла под впечатлением песни или потом ее использовали, как подходящую? Вообще музыка неплохо подобрана, при том, что композиции в основном старые и известные. И все-таки это комедия в первую очередь. Посмотрел и на позитиве, хоть уже 100 раз видел. А сейчас смотрится уже как классика. Там сцены и некоторые реплики с пацанами тогда мусолили. Кто-то просто делился впечатлениями. Я вот сейчас вспомнил, что все-таки в 90-е, скорее всего, посмотрел его полностью. Потому что однажды обсуждали после показа по телеку. То есть все видели одновременно. Летом это было. Просто картинка в голове возникла. Я, может, сам фильм с того периода не помню, но помню, что о нем говорили, и я понимал, о чем идет речь. Короче, реальная классика. Коробит только одно. Раньше коробило просто жутко, сейчас знаю, что для кино это в порядке вещей, но все равно. Как ключ можно оставлять в машине? Ну да, вроде в Америке в маленьких деревнях так могут делать, но не в германском городе же. Зачем? Можно было одного из них автоэлектриком сделать, чтобы они могли завестись без ключа. Ну, глупо. Вот всегда, когда смотрю, об этом думаю. Ну, а я, если попала бы в аналогичную ситуацию, я бы быстренько завершила кое-какие юридические дела по поводу наследства и так далее, и поехала бы путешествовать. Ну, хотя бы в одну страну. На сегодня все. Всем пока. Пока.